Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой замечательный стройнящий джемпер джинсового оттенка, немного меланжевый такой, видите, у него фактура такая у пряжи. Вот, и самое примечательное в этом джемпере, это, конечно же, этот кельтский мотив. Вот этот красивый, да, очень он красиво смотрится, прям бросается в глаза. Ну и, естественно, расположение вот этих полосочек зрительно удлиняет, скрадывает полноту, да, и удлиняет силуэт, да. Так, и ну и по спинке у него тоже очень хорошо, красиво смотрится. Вот так вот интересно подчеркивает фигуру. Вот в нужных местах, да. Плотной вязки джемперочек мне очень нравится, я прям в восторге от него. Решила сделать мастер-класс. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в нашем мастер-классе будет разбор узора. Мы с вами свяжем образец этого узора, будет выкройка. По выкройке и по плотности сможем с вами сделать расчет. Весь расчет я выкладываю под видео для вашего удобства, описание вязания, последовательность действий, сколько петель набрать, как расположить узоры. Все детально проработано, девочки. Садись и вяжи. Ну и, конечно же, самое главное, начало нашего вязания – это выбор пряжи. Давайте сейчас посмотрим, какую пряжу я предлагаю. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Цвет вам приближаю. Возможно, этикетки перепутала. Не люблю я вот это вот все, девочки, цвета называть. Ведь всегда есть каталог. На любом сайте его можно найти, который продает пряжу. И там вы сами выбираете цвет. 50 грамм на 160 метров. Ну и состав 26% шерсти, 26% хлопка и остальное акрил. Спицы используем 3,5. В общем, вот так выглядит у нас наш мотив. Это такой кельтский орнамент в аранском вязании. Я вязала эти кельтские узоры, кельтские мотивы в своей книге «Библия аранских узоров». Кому интересно, посмотрите. Вышла еще в 2018 году эта книжечка. Такая маленькая, интересная. Там много узоров с косами. Так, хочу сказать про пряжу. Пряжа мне это очень нравится. Она средней толщины. Такая немножко меланжевая, у нее какой-то есть оттенок, да, джинсовый цвет приятный. И очень приятно из нее вязать, потому что она хорошей скруточки, мягкая, эластичная, не колется, соответственно, да, очень мягкая, потому что сами видели, какой приятный состав. Она очень дешевая, девочки. Вам честно говорю, мне прям еще из-за цены тоже прям расцеловала бы производителей этой пряжи. Хорошая пряжа. Так, ну давайте сейчас посмотрим с вами схемочку узора и поговорим более детально, как вязать этот джемпер. Мы будем использовать для вязания кельтского мотива вот такую схему. Как видите, 26 рядов. Ну, качество, видите, когда укрупняешь, очень она как бы теряется, да, качество. И, в общем, 22 петли в ширину этот мотив. У нас здесь будет перекрещивание. Может быть, вам покажется несколько сложным. 6 петель будет перекрещиваться направо, 6 петель налево. Но узорчик всего 26 рядов.
не весь джемпер сплошняком вяжется, да, а в самом джемпере мы будем использовать с вами резиночку в основном 2 на 2 и 1 на 1 у нас по низу идет. Поэтому очень легко. И лицевая и изнаночная гладь сочетается. Так что джемпер считаю несложный. А вот этот мотив мы с вами в сегодняшнем мастер-классе потренируемся вязать. Можно использовать дополнительную спицу, если вы новичок. Ну а если вы уже как бы умеете, хорошо владеете спицами, я думаю, вообще не составит труда связать вам вот эти перекрещивания всего на 6 петельках. Там перекрещивается 2 петли и 4 петли. Вот такое перекрещивание. Так, теперь давайте выкройку. Сейчас я вам показываю, значит, родная его выкройка из иностранного журнала, модель. Вот так выглядела, значит, родная выкройка. Ой, это я слишком. Смотрите, вот так выглядит родная выкройка. Тут даны нам сантиметры. Собственно, детально не проработаны ни горловина, ни плечи, да, ну, то есть такие какие-то обобщенные понятия. Длина изделия вот по нашим размерам 58, 61. Я так буду использовать, у меня будет 59 выкройка и 60. На другой размер 52, 54. Так, и сейчас я вам покажу свою выкройку. Вот такая стандартная выкройка. У нас будет использоваться классическая окат рукава, в общем, рукавчик с окатом, да, и прямой силуэт. Все, ничего здесь сложного нет. Все эти нюансы по расчету будет после того, как мы свяжем образец и определим плотность. Поэтому просто вам демонстрирую и неустанно повторяю, девочки, обязательно откорректируйте свои размерчики. И, может быть, немножечко вам придется откорректировать расчет. Вы просто сделайте, пересчитайте по аналогии, как я показываю. Да? Там простые арифметические действия, умножение, деление, да, что на что я рассказываю в конце видео. Минут 10 я уделяю всегда вот этим расчетам детальным. Поэтому, пожалуйста, все для вашего удобства. Ну и, конечно же, описание, которое я составляю и размещаю под видео. Да? На ваших глазах я его, собственно, составляю, рассказываю, как расположить узоры. Да? То есть вот это вот все моменты я там рассказываю вам. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход я всегда называю приблизительный. Приблизительно, девочки, 450-650 грамм будет использоваться. И спицы 3,5. Понадобятся еще гибкие спицы круговые для обвязки горловины. Плотность определяем в процессе вязания. Причем, смотрите, плотность уже у меня указана общая. Да, то есть вот 18 петель на 25 рядов. Это с учетом и резинок, и лицевых изнаночных гладей, всего. Так, и в общем, вот эта детальность, я все это рассказывать не буду, как расположить узоры, будет в конце видео. Да? Все. Что такое вертикальная плотность, все в конце видео я рассказываю и показываю. Да? И все это читаете вы просто и разбираете. Здесь все очень как бы подробно расписано. Давайте сейчас приступим с вами к вязанию образца. Для вязания образца будем с вами набирать 32 петли. Вот я уже набрала. И свяжем, девочки, значит, таким образом распределим петельки. Сам раппорт 22 петли и с двух сторон по 5 петель. Из них 1 кромочная и 4 изнаночные. Вот таким образом распределяем петельки. То есть у нас идет 4 изнаночные, затем идет по схеме 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Ну, в общем, вот все вот эти 22 петли и завершаем образец 4 изнаночные и кромочные. Так, после того, как вы свяжете какую-то высоту, сколько тут рядов? Рядов может быть 10 в высоту, да? И, в общем, начинаем вязать с вами первый ряд нашего узора. Первый ряд вяжем 4 изнаночные и начинается раппорт узора. 2 лицевые,
2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. По центру 6 петель будем перекрещивать направо. Вот эти 6 петель перекрещиваем направо. Мы с вами 4 петли. Вы можете использовать дополнительную спицу, кому сложно. Я буду показывать без дополнительной спицы. 4 петли у нас идут на дополнительную спицу за работой. Высвобождаются 2 петли перед работой. Возвращаю их на левую спицу, вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Все, перекрестили 6 петель направо. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, и за раппортом вяжем 4 изнаночные и кромочные. Связали. Теперь, что касается второго ряда, мы будем вязать все изнаночные ряды четные, они являются четными, как смотрят петли. Третий ряд мы будем вязать, девочки, как смотрят петли, то есть и четвертый ряд, как смотрят петли. Встречаемся с вами в пятом ряду, у нас будет перекрещивание. А сейчас вот что видим, то и вяжем. То есть 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Пятый ряд у нас с вами. Вяжем 4 изнаночные перед раппортом. Вяжем наш мотив. Значит, у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, и начинаем перекрещивать с вами 6 петель налево. Снимаем 6 петель, 2 петли у нас будут перед работой, 4 за работой. Вот так мы их меняем местами, видите, перекрестили и вернули. И вяжем перекрещенные петли как 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Связали, да? Дальше опять вяжем 2 изнаночные и снова перекрещиваем следующие 6 петель налево. Таким же образом, то есть первые 2 у нас перед работой, 4 петли за работой, и вот таким образом перекрещиваем их. Вяжем как 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И далее идут 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали мотив. Так, и вяжем 4 изнаночные за раппортом. Так, шестой ряд, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд, и мы будем с вами его вязать, как смотрят петли. Так же, как и 8-й четный ряд, тоже вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд. Будем сейчас с вами 9-й ряд вязать. 4 изнаночные перед раппортом вяжем. И начинаем с вами 6 петель сразу же в самом начале нашего мотива перекрещивать направо. Снимаем 6 петель, 4 за работой, 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали. Дальше вяжем 2 изнаночные, перекрещиваем следующие 6 петель направо. Для этого 4 петли за работой, 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 2 изнаночные,
И еще 6 следующих петель перекрещиваем направо. Также снимаем петельки и 4 петли за работой, 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали, да? Мотив полностью связали, и 4 петли у нас идут за раппортом. Кромочную вяжем изнаночные. 10-й ряд вяжем, как смотрят петельки. Одиннадцатый ряд у нас с вами, как смотрят петли, вяжется, и 12 ряд, как смотрят петли. Перекрещивания будут у нас в 13 ряду. Сейчас вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 13 ряд. И мы вяжем с вами сейчас 4 петли перед раппортом, 4 изнаночные. И далее вяжем 2 лицевые. Вяжем наш мотив, да, уже. 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель. Первые 2 перед работой. Следующие 4 за работой. Меняем их местами. И вяжем как 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Затем вяжем 2 изнаночные и снова 6 петель перекрещиваем налево. Первые 2 у нас перед работой, следующие 4 за работой. Меняем их местами, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали. Далее опять идут 2 изнаночные и 2 лицевые. Связали мотив. За раппортом 4 изнаночные вяжем. И кромочная у нас тоже изнаночная вяжется. Следующий ряд. Значит, у нас будет с вами следующий ряд. 14 мы будем вязать, как смотрят петли, девочки. 15 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 16 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. В 17 ряду мы будем с вами снова делать перекрещивание. В 17 ряду мы будем делать перекрещивание с вами. И сейчас у нас с вами перед раппортом вяжем 4 изнаночные и начинаем наш мотив. Будем 6 петель перекрещивать направо. Таким образом 4 за работой, 2 перед работой, и мы уже умеете это делать. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые связали. Дальше вяжем 2 изнаночные, снова 6 петель перекрещиваем направо. 4 за работой, 2 перед работой, и вяжем как 2 лицевые. Видите, не так-то просто. Так, затем 2 изнаночные и 2 лицевые. Связали. Опять идут 2 изнаночные. И следующие 6 петель перекрещиваем направо. То же самое. Первые 4 за работой, 2 следующие перед работой, перекрестили направо, связали 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И за работой, вернее за раппортом вяжем 4 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Так, вот так уже вырисовывается наш красивый узор. Значит, девочки, 18, 19 и 20 ряды мы будем вязать, как смотрят петельки, без изменений. Никаких перекрещиваний у нас не будет. У нас с вами 21 ряд. И вяжем мы с вами первые 4 изнаночные у нас перед раппортом.
И далее вяжем раппорт. 2 лицевые, 2 изнаночные. И начинаем с вами перекрещивать 6 петель налево. Снимаем 6 петель, 2 перед работой, следующие 4 за работой. Перекрестили, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Затем вяжем 2 изнаночные. И далее опять 6 петель перекрещиваем с вами налево. Первые 2 лицевые перед работой, следующие 4 за работой. Вяжем как 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Далее идут 2 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт связали. За раппортом 4 изнаночные остались связать. Стали так. И кромочные изнаночные. Смотрите, дальше смотрите. 22 ряд, 23 и 24 мы будем вязать, как смотрят петли. 25 ряд у нас будет с вами. Вяжем 4 изнаночные перед раппортом и вяжем далее раппорт. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И сейчас по центру делаем перекрещивание 6 петель направо. Снимаем 6 петель, 4 петли за работой, 2 перед работой. И вот таким образом перекрестили, связали их как 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так, далее у нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали полностью мотив. И за мотивом у нас за раппортом 4 изнаночные и кромочные. И 26 ряд мы свяжем, как смотрят петельки. И далее, я думаю, надо вот эту резиночку симметрично также для красоты связать на такую же высоту. После этого, девочки, надо будет сделать нам расчет плотности. Так, делаем с вами влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Я вот таким образом отдаю его, да? И сейчас он стал влажный, податливый. Постараемся его вот так в разные стороны растянуть. Так, растянули он, девочки, не бойтесь тянуть, он все равно потом войдет, как говорится, в свой размер. Резиночку, конечно, сложно отпаривать, правда? Давайте края, где у нас идет изнаночная гладь, постараемся их выпрямить, а то они плохо себя ведут, все закруглились. Так, ну уже вот какой-то вид с изнаночной стороны имеем. Хороший, да? Давайте, пусть он так полежит, посохнет. Итак, вот наш с вами образец высохший. И наша задача сделать замеры плотности по ширине и по вертикали. И какая тут будет сложность? Ну, во-первых, вот этот узор у нас, он как бы стягивает полотно. Но все косы всегда стягивают полотно, правильно? Поэтому узорчик у нас будет служить как выточка, согласитесь со мной. Вот, даже в нужных местах его специально расположили, да, чтобы такой приталенный силуэт создать. Ну, поэтому мы с вами померяем
Вот здесь плотность, вот здесь ширина у нас будет мериться по основному вот этому узору, а основной узор у нас вот эта резиночка. И меряем мы с вами. Таким образом я выпрямила все это дело, да, и смотрим. У меня вот 17,5 сантиметров. Ну вот здесь у края тоже плохо мерить, но мы вот так слегка растянем, давайте тоже померяем. Так, ну тоже 17,5. Он же будет в носке вот так именно, да, растягиваться. Это уже будет слишком нехорошо. Так, 17,5 и набирали мы 32 петли. 32 поделим на 17,5. Получается плотность 1,8. Запишем. В одном у нас сантиметре получается 1,8 петель. Теперь по вертикали. Таким же образом измеряем нашу высоту полотна. Так, 18,5. И сейчас ряды поделим на сантиметры. Здесь 46 рядов и 18,5 сантиметров. 46 поделим на 18,5. Получим, циферку округлим, давайте 2,5. Запишем. В одном сантиметре 2,5 петель. Ряда. Девочки, ряд. Это тут петель. Все. Теперь все-таки для чистоты, так сказать, расчета нам понадобится маленький клочочек лицевой глади связать, чтобы как бы сравнить плотность. В расчетах будем учитывать еще плотность лицевой глади. Мы будем с вами сегодня работать вот с такой выкройкой. Вчера я делала расчеты, составляла описание. Ну а сегодня будем с вами детально все это повторять, да? И в общем, смотрите, девочки, у меня получаются следующие размеры: 42, 44, 48, 50 и 52, 54. Вот этой выкройки. Естественно, что вы можете у этого узора сделать любой размер, поскольку там раппорт у нас узора, сами знаете, позволяет нам конструировать по-разному мотив, поэтому очень легко там сделать пересчет по петельной, очень легко. А сейчас я вам буду показывать, как это делаю я. Итак, давайте определимся, сколько наперед и спинку нам набирать петель. Вязание начинаем снизу вверх и считаем 47 сантиметров на 42, 44 размер. 47 я умножаю на нашу плотность. Помните, мы определяли плотность, да, в 1 сантиметре 1,8 петель. Умножаю на 1,8. У меня получается 85 петель. Округляю. Так, записали. Следующий размер 55 сантиметров. Полуобхват бедер умножаем на 1,8 и получаем 99 петель. И третий размер у меня 59 сантиметров. Умножаем на 1,8, получается 106 петель. Все это я записываю. Вот уже записала. Это наши исходные цифры. Они часто корректируются в большую или меньшую сторону, но там разница бывает в 1-2 петли, да? Промежуточный размер 46 не озвучил. Ну, возьмите, девочки, 51 сантиметр приблизительно, да, на 46 размер, и также сделайте расчет. Умножьте на плотность. 51 умножить на 1,8, это будет, 92 петли, да, небольшая разница. Так, дальше идем. Давайте по пройме сразу. Глубина проймы у нас 5 сантиметров по выкройке. Умножаем на плотность 1,8, получаем 9 петель. Это я уже указала.
Теперь нас будет интересовать горловина и плечо, да? Смотрите, давайте. Значит, горловина. Вот у нас тут 9,5 и на больший размер 10,5. Ну, 9,5 это получается 19 сантиметров умножить на плотность 1,8. Ну, на горловину, поскольку у нас 85 и 99 это нечетные числа, да, надо взять нечетное число, девочки, сразу говорю, 35 будем ориентироваться. 35 запишем. Второе у нас с вами, нет, это уже третий размер большой. У нас получается 21 сантиметр ширина горловины. И умножаем на плотность 1,8. Это будет 38 петель. Все правильно, берем четное число, поскольку у нас четное количество 106 петель по спинке, да? Дальше. И теперь плечо будем считать. Как я это делаю? Вот это число 85 петель. Вычитаем горловину. То есть наше начальное число 85. Вычитаю горловину 35. И вычитаю 2 проймы по 9 петель. Вычитаю 18. Получаем плечо. Это 2 плеча 32. 32 петли. И делим на 2. На 2 плеча получается 16 петель у нас будет каждое плечо. Второй размер аналогично считаем. То есть 99 отнять 35 отнять 2 проймы по 18 петель, вернее по 9 петель, 18 петель, 46 делим на 2 плеча, получаем 23 петли. Ну и аналогичным образом считайте для третьего размера. Не буду загружать видео. Все это будет под нашим видео в описании изложено. Я вам просто детально рассказываю, как надо действовать, девочки. Естественно, вы меняете свои размеры, ставите свои мерки. Слепо не доверяйтесь. У нас рост разный, у нас габариты разные. У кого-то плечи узкие, у кого-то бедра широкие. В общем, пожалуйста, пересчитайте под себя эту выкройку. Это будет хорошо, если у вас все как бы совпадет, да? Так, дальше. Переходим на рукавчик. По рукавчику, по низу, ну, мы обычно с такой плотностью набираем, я уже просто знаю, приблизительно набираем около 40 петель. Ну, вот я написала 40 петель. У нас с вами что по спинке и переду, что по рукавчику идет резиночка. 4 ряда, резиночка 1 на 1. Вот, пожалуйста, учитывайте это. Но я еще до вертикальной плотности не дошла, поэтому просто так говорю. Смотрите, мои хорошие, значит, если у нас по низу 40 петель, да, распределяем на 40 петель наш узорчик. И смотрите, самая широкая часть у нас рукава до оката, вот здесь, да? То есть мы прибавки делаем справа и слева, скос считаем. И сейчас наша задача, вот самую широкую часть рукава, тоже определить, сколько петель будет у нас прибавлено. Для этого мы ширину нашего рукава в самой широкой части умножаем также на плотность. Смотрите, 17,5 это 35 сантиметров, умножим на 1,8, получим 63 петли. Но поскольку у нас четное число 40, да, поэтому я беру 64 петли. Надо, чтобы было четное число. Так, дальше. Второй размер у нас идет 19,5, половинчатый размер. То есть это будет 39 сантиметров умножить на 1,8. Это будет 70 петель. Так и оставляем четное число. Хорошо получилось. Ну и третий размер 20,5 умножить на 2 и умножить на плотность 1,8. Это будет 74 петли, округляем. Все, с этим определились, да? Теперь скос посчитаем. Ну, вот сейчас я буду рассказывать про вертикальную плотность. Что это такое? Ну, вертикальную плотность мы будем считать, мы ее, вернее, уже посчитали и применять будем для того, чтобы после стирки наше изделие не вытянулось и не стало бесформенным. Понимаете?
часто такое происходит. Поэтому берем с вами от низа. Нет, давайте так. 47 сантиметров, да? 47 сантиметров у нас идет без учета полутора сантиметров планки. То есть чисто, где у нас идет узор. Уже 47 мы отнимем. 47 мы отнимем с вами 1,5 сантиметра. Это планка резиночкой. Это будет 45,5, девочки. 45,5 сантиметров. И умножаем на вертикальную плотность. Помните, мы ее считали. В 1 сантиметре 2,5 ряда. Умножаем на 2,5. Получаем с вами 114 рядов. Так, 114 рядов. Вот на высоту 114 рядов будем с вами сейчас скос считать. Итак, для этого надо узнать, сколько же петель мы всего будем прибавлять. Для этого из большего числа поверху рукава 64 отнимаем низ рукава 40 петель, получаем 24 петли. И делим на 2 скоса, получаем по 12 петель справа и по 12 петель слева. Будем в процессе вязания прибавлять. На высоту это все растянется 114 рядов. 114 делим на 12 петель. Получаем 9,5 петель. Ой, 9,5 рядов. Но 9,5 рядов так не делается, да, то есть мы должны делать прибавки через каждые 9,5 рядов. Обычно это чередуют, да, то есть в каждом 9 ряду первая прибавка, вторая в каждом 10, да, так и напишем. В каждом 10, каждом 9, каждом 10 ряду. Вот так вот. Так, дальше, смотрите. Следующий размер 70 петель по верху, 40 петель по низу. 30 петель всего будем прибавлять и делим это все на 2 скоса. По 15 петель у нас будет с каждой стороны прибавляться по скосу. Естественно, мы также 114 делим на 15 петель. Это ряды, да? И получаем вот такое число. Опять-таки чередуем. В каждом 7 ряду и каждом 8 ряду будем делать прибавки с вами. По одной петле справа симметрично и по одной петле слева с другой стороны. И следующее у нас с вами идет 74 петли отнять 40. Это будет 34. Поделим на 2 скоса. По 17 петель справа и слева будем прибавлять. И 114 рядов поделим на 17. Ну, вот такая вот у нас ситуация. Опять не 6, не 7. Ну, также чередуем прибавки в каждом 6 и каждом 7 ряду. Так, с этим мы тоже определились, да? Общая высота рукава, девочки, также у нас считается, ну, грубо говоря, если будем считать от начального ряда, от наборного, да, то высота у нас от наборного ряда вот указана по выкройке 60,5 сантиметров, да? То есть последние петли мы будем с вами закрывать на высоте 60,5 сантиметров на плотность 2,5 на высоте 151 ряд. Закрываются последние петли. Теперь про окат. Смотрите, вот мы дошли с вами до этой цифры. 64 петли, второй размер 70 петель, третий 74. Все мы набрали, 114 рядов связали узором. Приступаем к формированию оката рукава. Для того, чтобы его сформировать правильно, нужен либо опыт, когда уже неоднократно вяжешь одно и то же действие, то это получается как-то практически на автомате. Если же у вас опыта еще маловато, лучше всего нарисовать выкройку, девочки. Я вот как окат вообще считается теоретически, да, и статью, как посчитать окат рукава, я тоже в своем описании вам ссылку дам. Она у меня размещена в Одноклассниках, я теперь ее буду прикладывать к каждому описанию. Смотрите описание, девочки, под видео, там будет ссылка на эту статью, кому интересно. Так,
С этим мы тоже разобрались. Ну и еще про вертикальную плотность хотела бы я вам что сказать. Обязательно ее и по спинке, и переду применяйте. То есть вся длина изделия у нас все-таки должна измеряться не сантиметрами, а рядами. Переводите все вот эти вот показатели в сантиметрах в ряды. Да? Смотрите, вот у меня до выреза горловины по переду 55,5 сантиметра. Опять-таки, девочки, свой размер ставьте длины изделия. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я вам все рассказываю для примера. 55,5 умножить на плотность 2,5 у нас. Получаю, девочки, до выреза горловины от начала вязания будет 130. Хотите 8 сделайте, хотите 139 рядов. Ну, напишем 138, обычно это удобно. Связали 138 и начали с лицевого ряда. Да? Так, 138 рядов у нас. Так, дальше. Такие размеры часто требуются еще, когда мы, например, вяжем пройму. Да? Вот, опять-таки, от начала вязания до проймы, сколько мы должны с вами рядов связать. Считаем. Вот у нас стоит размер 41. 41 сантиметр умножаем на плотность по вертикали 2,5. Получаем, девочки, 102 ряда, скажем так. Вот так. Да, второй размер, там 39 сантиметров, тоже умножаем на 2,5. Получаем вот 98 рядов. Ну, то есть, мои хорошие, я тут уже прописала это все в своих расчетах, учитывала. То есть обязательно не забывать про вертикальную плотность. Вот, стало в последнее время прям говорить, потому что участились случаи, когда мне женщины писали: пряжа виновата, вот она там растянулась, ужасная пряжа, никогда ее не рекомендуете. Нет, нет. Это не в пряже дело, да, это в неправильной технологии вязания дело. Потому что любую пряжу мы можем подготовить предварительно, потянув ее, да, когда влажную тепловую обработку образец проходит, да, и там будет все четко вытянуто, высушено и измерено. Поэтому, мои хорошие, пряжу не вините. Теперь об очень важном моменте, как расположить узоры. Смотрите, давайте на примере первого размера, где 85 петель. Всегда схематично рисую прямую линию. Представьте, что это ваш наборный ряд. Да? По центру у нас с вами по модели смотрим, да, изнаночная гладь. Рисуем вот центр. Пока сколько петель я не буду говорить. Да? Мы еще не знаем. По бокам от нее идут наш мотив, вот этот резиночка 2 на 2. А потом на ней идет кельтский мотив на 22 петлях. Да? Вот таким образом я рисую. Здесь подчеркиваю изнаночная гладь по центру. И с двух сторон симметрично стоит кельтский мотив. 22 петли. Так, дальше у нас идет изнаночная гладь справа-слева и лицевая, заканчивается лицевой гладью. И вот сейчас наша задача определить, сколько чего и как попетельно. Значит, одна кромочная, не забываем, справа, одна кромочная слева. У нас всего 85 петель. Будем таким образом рассуждать. 85 петель отнимем. Сразу говорю, по центру надо сделать так, чтобы было нечетное количество петель. Я посмотрела, в совокупности это где-то 15 петель изнаночных должно быть. Потому что, ну, такая вот ширина, как мы будем детально приближаться к оригиналу модели, да, поэтому где-то вот 15 изнаночных я прикинула в таком вот масштабе, да, 85. И теперь смотрите, считаем, сколько у нас справа, слева еще надо петель задействовать. Из 85 общее число петель отнимаем с вами 15 сразу по центру изнаночные и отнимаем 2 раппорта по 22, 44 петли. Вот смотрите, сейчас наша задача 26 петель распределить поровну, делим на 2, справа и слева. То есть 13 петель у нас надо распределить. Ну как, я предлагаю по симметрии, да, 13 петель, значит, по кромочной. Сразу вычитаем кромочную, это уже будет 12 петель.
Ну и тогда пишем, давайте вот так. 6 изнаночных и 6 лицевых. 6 изнаночных и 6 лицевых. У нас пойдет, будет красиво, симметрично смотреться. Пропорционально все вроде бы эстетично будет выглядеть, да? То есть на наш с вами 42-44 размер распределение узоров будет вот таким. На мой взгляд, все правильно. Будет красиво. Конечно, вы можете изменить вот этот вот промежуток, сделать либо шире, либо уже. Но, по-моему, это самое нормальное количество петель. В зависимости от размера, конечно же, будем сейчас менять и количество петель по центру и так далее. Значит, второй размерчик у нас с шириной 55 сантиметров. И мы будем с вами следующим образом распределять. Ну, конечно же, по центру я взяла бы побольшее количество петель. Ну, давайте возьмем 19. Да? 19 петель изнаночных у нас будет по центру. С двух сторон у нас будет кельтский мотив по 22 петли. Да? И далее смотрим опять таким же способом, как я вам сейчас рассказывала. Пойдем тем же путем. У нас 99 петель всего. Отнимаем 19 петель по центру изнаночной. Отнимаем 44 петли, 2 кельтских мотива. Получаем 36 петель. Нам надо с вами 36 поделить на 2 стороны. То есть надо прибавить справа и слева по 18 петель. Как это сделать? Ну, то, что у нас еще есть с вами кромочная справа и кромочная слева. То есть уже будем 17 петель распределять. Ну, предлагаю как? Предлагаю сделать 7 изнаночных и 10 лицевых. Вот не будем голову ломать. Я считаю, это хорошее соотношение. Вот я вам схематично, девочки, это нарисовала распределение петель. Еще раз повторяю, по центру 19 изнаночных, с двух сторон кельтский мотив на 22 петлях, да. Дальше у нас идет по 7 изнаночных справа-слева, и все это завершает нашу композицию нашу по 10 петель справа, по 10 петель слева и кромочной, соответственно. Итого 99 петель должно получиться. Так, третий размер. Давайте также нарисуем, уже и места нет. Давайте вот здесь нарисуем наборный ряд. По центру давайте возьмем. У нас в третьем размере четное число, поэтому по центру берем тоже четное. Ну. Давайте возьмем небольшое отличие. 22 петли, 22 изнаночные. Потом мы с двух сторон берем кельтский мотив по 22 петли, справа-слева, да? И также вычисляем, сколько осталось добрать. 106 петель общее число. Петель отнимаем 22 петли изнаночной по центру, отнимаем 44 петли кельтского мотива, получаем 40. То есть нам надо 20 и 20 петель. Делим на 2, да? Получается по 20 петель справа и слева. Ну, что я здесь могу сказать? Давайте так распределим. Значит, то, что у нас идет кромочная, то есть это уже 19 петель надо справа и слева. Так, и я думаю, что 19 петель хорошо бы нам разделить следующим образом. Изнаночная у нас гладь должна быть поменьше значительно. Давайте сделаем 7 изнаночных и 12 лицевых, девочки. Я думаю, это нормально будет, да? 7 изнаночных. И здесь будет 12 лицевых. Замыкает наше ажурное, наше набор, значит, распределение петель, лицевые, 12 лицевых. Вот таким образом. Еще раз повторюсь, по центру 22 изнаночные, кельтские мотивы справа-слева на 22 петлях, 7 изнаночных и по 12 лицевых справа-слева крайние. И кромочные, соответственно. Итого 106 петель. Ну вот, что я хотела вам рассказать про распределение узоров. По рукаву. По рукаву у нас по центру идет кельтский мотив, поэтому 40 петель надо также нам с вами красиво расположить узор. Ну, давайте, конечно же, начнем по центру. Это сразу 22 петли кельтский мотив, да. Из 40 отнимаем 22 петли.
нашего мотива по центру. 18 петель надо еще нам задействовать. Симметрично с двух сторон, то есть 9 петель. Да? Ну как 9 петель хорошо распределить? Опять-таки кромочную вычитаем. То есть уже 8 петель надо распределить. Предлагаю симметрично сделать. 4 у нас будет изнаночные и 4 лицевые замыкаю. Да? Справа и слева симметрично. Сейчас я вам покажу. И все это будет у меня под видео выложено. Смотрите, по центру берем, значит, 22 петли кельтского мотива. Да? Дальше идут 4 изнаночные справа-слева. И самые крайние по 4 лицевые справа-слева, ну и, соответственно, кромочные. Все по узору, все. Я желаю вам удачи и до новых встреч.